Я попробовала сделать кардиган для сына из остатков пряжи Alize Puffy, которая вяжется только руками. У меня остались вот такие разные оттенки, посмотрим, что из этого может получиться. Начала я вязать пряжей синего цвета и делаю я переднюю часть. Таким образом, продевая одну петлю в другую, я набрала цепочку из 6 воздушных петель. Такая косичка получилась, теперь за боковые стенки вытягиваю новые петли для первого ряда. У нас оставалась одна открытая петля, ее оставляем как первую, а начиная со второй боковой стенки вот так продеваем, вытягивая на себя петли. Так у меня получилось 6 открытых петель, и далее в них я проделала лицевые петли. Просто беру новую петлю с рабочей нити и продеваю в имеющуюся открытую петлю. Так продеваю все 6 петель до конца ряда. Продев все петли, я их еще немножко так поправляю и вытягиваю, чтобы рисунок ложился еще красивее. Во втором ряду я повторяю этот же узор, только уже иду в другом направлении. Также продеваю новые петли в имеющиеся открытые, вытягивая на себя. Таким получился мой второй ряд, уже лучше виден рисунок. И в третьем ряду также разворачиваюсь и иду уже в другом направлении, провязывая все те же лицевые петли. И продолжая так, поворотными рядами я всего провязала 14 рядов. Готова первая передняя часть, и вторую я провязываю точно так же, только уже таким ментоловым цветом. Далее более короткие остатки пряжи распределила для рукавов, молочный и сиреневый, а для задней части остался зеленый. Тут я уже набрала более длинную цепочку из 18 воздушных петель. Далее также, начиная со второй боковой стенки, вытянула петли для первого ряда. В них продолжила вязать тот же узор, лицевые петли, и поворотными рядами всего для спинки я провязала 13 рядов. Готова задняя часть, примеряю посмотреть, что вообще получается. Передние части получились узкие, но я еще хочу сделать обвязку, а дальше буду вязать рукава. Но перед этим нужно передние части и заднюю соединить. Собираем таким образом, чтобы все изнаночные стороны были внутри. Затем поднимаем переднюю часть и открытые петли передней части продеваем в открытые петли задней части. Также продеваем и вытягиваем на себя, чтобы вытянутая петля осталась на изнанке. Спинка у нас имеет 13 рядов, а передней части 14. Но теперь, когда мы так продеваем петли, мы ряды сравниваем, так как оставшиеся открытые петли задней части получаются провязанными, а открытые петли от передней части мы потом закроем. Получается вот такое красивое соединение и переход. Повторяем и соединяем точно так же и с другой стороны. И теперь, двигаясь от края к центру, петли закрываем. Продеваем таким образом одну в другую, чтобы получалась косичка. Так мы петли закрыли и надежно все соединили. Открытую оставшуюся петлю оставляем. И также закрываем петли с другой стороны, двигаясь от края к центру. Получается еще одна косичка, только уже синего цвета. И еще у нас остались посередине открытые зеленые петли. Их также нужно закрыть. Просто продолжаем делать свою косичку. Продеваем и закрываем петли, пока не дойдем до первого соединения. Тут у нас остаются 2 открытые петли. У меня есть кончик от передней части, вывожу его через первую открытую петлю, а затем и через вторую. Затягиваю, и таким образом я соединила косичку. Далее продеваю кончик несколько раз за обе стенки одной и другой петли, чтобы все выглядело еще более аккуратно. Затем оставшийся кончик делаю короче и пришиваю. Соединение готово. Для рукава я решила вытянуть 11 новых петель с одной стороны и 11 петель с другой. Всего 22 петли. Беру новые петли с рабочей нити и вытягиваю за боковую стенку петли. Очень удобно, что почти ничего сшивать не надо. Можно просто продеть новые петли и продолжить вязать. Я вытянула 11 петель с одной стороны, далее с другой стороны отсчитываю 11 петель вниз, чтобы найти место, откуда продолжать. Также вытягиваю еще 11 петель за боковые стенки, только уже по направлению вверх. И так у меня получится 22 новые вытянутые петли для первого ряда рукава. Тут я продолжу вязать лицевые петли, только уже по кругу. Тут я закончила петли продевать и дальше просто продолжаю вязать, заходя на второй круг. Таким получается переход от передней части к рукаву, очень симпатично, и дальше просто продолжаю. Вот и провязала первый ряд, и дальше без никаких переходов просто вяжу дальше. Провязав 9 рядов, я решила примерить и посмотреть, если этого достаточно. Мне кажется, все хорошо, дальше буду заужать. Для этого последний ряд провязываем, чередуя: одна обычная петля, одна убавка. Так из 22 петель в ряду у меня останется 15. Для убавки берем 2 петли, накладываем одну на другую и петлю с рабочей нити продеваем через эти обе петли. По желанию можно оставить и без убавок, просто такой более широкий рукав. Закончив свой 10-й ряд с убавками, я рабочую нить отрезаю, оставляя 2 петли. Затем эти 2 петли вот так посередине разрезаю, чтобы остался кончик. И начиная со следующей открытой петли после кончика, петли закрываю. Продеваю одну петлю в другую, чтобы получилась косичка.
Последние 2 петли также продеваю одну в другую и в оставшуюся открытую вывожу кончик. Затем кончик продеваю за обе стенки первой закрытой петли и за обе стенки последней закрытой петли, чтобы косичку красиво соединить. Оставшийся кончик можно спрятать на изнанке и пришить. Таким получился мой рукав, второй уже вяжу пряжей сиреневого цвета. Процесс получается очень быстрый, я вяжу чуть больше часа и вот уже готов второй рукав. Далее осталось соединить переднюю и заднюю часть под рукавом. Тут уже пришлось сшивать тонкой ниткой. Я прохожусь несколько раз именно вот в это соединение между петлями и сильно нитку не затягиваю, чтобы не стянуть все вязание. Так я сшила боковые части с одной и другой стороны и далее буду делать обвязку. У меня как раз осталось еще немного пряжи и синего цвета, и ментолового. За боковые стенки края я проделала по одной новой петле. По принципу, как вытягивала петли для рукавов. Так я вытянула петли до верха, а здесь уже где косичка, я продеваю их за обе стенки закрытой косички. Так как тут у меня другой цвет, я решила разделить пополам, продеть 3 петли синего цвета и 3 петли ментолового, сделать такой переход. Так я вытянула петли на задней части и далее опять буду продевать за боковые стенки петли, только уже двигаясь по направлению вниз. Для того, чтобы обвязка не укоротила переднюю часть кардигана, в некоторых местах лучше делать прибавку. Например, продевать 3 обычные петли по одной, а затем прибавка. За одну боковую стенку 2 петли. Я не знала, если мне хватит пряжи, поэтому проделала по одной. А далее разворачиваюсь и провязываю один ряд с лицевыми петлями. По желанию для обвязки можно провязать и больше рядов, поворотными рядами. Но мне хватило только на один, и оставшиеся открытые петли я закрываю, продевая одну петлю в другую. Очень симпатичная получилась обвязка, но в моем случае переднюю часть немножко все-таки укоротила. И вот какой результат. Уже жду комментарии, которые скажут, что это не кардиган, а короткая кофта, но в целом мне нравится, получилось, мне кажется, очень симпатично. Учитывая то, что вязала я из остатков и ушло у меня на все примерно 2 часа. А как вам результат?